Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Еще одна классика ужасов в виде перезапуска наконец-то добралась до релиза – Alone in the Dark. Однако мнения об игре разделились. Одним она показалась слишком монотонной и недоделанной, с минимумом хоррора, одинаковыми головоломками и никакущей боевкой, а другие наоборот говорят, что головоломки норм, как survival хоррор новая Alone in the Dark показала себя достойно, что в ней интересный сюжет, цепляющие персонажи и что ее хочется пройти минимум дважды. Как итог, средняя оценка у Alone in the Dark 2024 64 балла из 100. У нас на сайте тоже есть мнение насчет игры. Смотрите обзор Дмитрия Корнова по ссылке в описании. Alone in the Dark выходит сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики из Chimera Entertainment представили свежий 3-минутный ролик, посвященный фэнтезийной стратегии Songs of Silence, занятного микса из героев, автобатлера и карточной игры. Мы будем в пошаговом режиме исследовать карту, менеджить ресурсы, чтобы восстановить разоренные безмолвием земли и сражаться с вражескими армиями, конечно. Битвы происходят уже в реальном времени, но солдатиками в них управлять не нужно, они и без вас справятся. Собственно, вот вам и кусочек автобатлеров, но при этом вы можете помогать своей армии, используя в бою карты умений своего командира. Обещают уникальные фракции и героев, сотни карт с кучей эффектов и саундтрек от композитора Valkyria Chronicles и 12-й финалки Хитоси Сакимото. Игра появится в раннем доступе 23 мая, а спустя 4-5 месяцев состоится и полноценный релиз. На проходящую в данный момент конференцию разработчиков GDC заглянула Ubisoft и показала свое новое изобретение – Neo NPC, технологию, которая должна породить новое поколение неписей с генеративным искусственным интеллектом. Neo NPC позволит игроку самому ртом своим говорить с персонажами из игры и получать от этих персонажей осмысленные ответы. Характеры им прописывает не машина, а живой сценарист. Он формирует личность персонажа, его историю, стиль разговора, скармливает шаблон языковой модели и продолжает настраивать NPC после того, как машинное обучение доходит до импровизации. Благодаря этому вместо роботизированных ответов получаются более натуральные реплики с эмоциями. NPC обучены не реагировать на определенные запросы игрока, чтобы не отклоняться от своей задачи в сценарии. Кроме того, персонажи обучают отделять конкретную враждебность, когда игроку NPC не нравится по сюжетным причинам, от прямой грубости, токсичности и оскорблений, выходящих за рамки истории. В общем, звучит интересно. Хочется уже посмотреть на этих NPC в деле. Ну или, вернее, поговорить с ними. Руководитель Overwatch поделился новостями о грядущих сезонах. Во-первых, он заявил, что будущие персонажи станут доступны бесплатно всем игрокам сразу же на старте. Но это только с новыми героями, со старыми поступили хитрее. Новички все еще должны сперва разблокировать весь состав из первого Overwatch, но после этого им дадут сразу всех героев, добавленных во второй части. С 10-го сезона в боевом пропуске можно будет получать премиальную валюту, появится и новый способ получать мифические скины. В 11-м сезоне появится новая карта для режима натиск, будет переработан Колизей, а где-то после 12-го проведут сезон, полностью посвященный реворкам старых карт. В течение года выпустят новый режим Clash и 2 карты для него. Он будет доступен в качестве временного ивента уже в 10-м сезоне, а сама десятка стартует в апреле. Некоторое время назад разработчики Dune Awakening поделились с нами подробностями о грядущем выживаче. Тогда сообщалось, что игрокам не дадут покататься на дюнном червяке, что оказалось не совсем корректно. Покататься нельзя будет в раннем доступе, но уже после полноценного релиза такая возможность появится. Изначально авторы планировали выпустить игру до премьеры второго фильма, а потому разработчиков попросили не спойлерить в Dune Awakening элементы культуры фременов и выдавать их постепенно, чтобы самое интересное показали уже в кино. Потому езду на Шаи-Хулуде сразу и не завезут, но зато в раннем доступе можно будет добывать воду из крови врагов. Аракисовый ММО-выживач выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series неизвестно когда.
Valve приготовила для Steam новую фишку – семейные группы. Она уже доступна в формате бетки. Эта функция позволяет добавить в группу только аккаунты с тем же регионом, что и у создателя. То есть больше не получится покупать игры на казахский Steam, а потом запускать его на родном аккаунте через Family Sharing, кое семейники и заменят. И опять же, в отличие от Family Sharing, семейная группа позволит одновременно запускать разные игры из одной библиотеки. Максимум в семейку можно будет включить 6 аккаунтов. Будут доступны функции родительского контроля. Если взрослый покидает группу, то создать новую или вступить в другую можно будет только через год. Ну а если кто-то из членов группы будет заблокирован в игре за читерство, то больше никто из семьи не сможет играть в этот тайтл, пока бан не снимут. Подробнее читайте в новости по ссылке. И еще несколько новостей напоследок. Коллектив Cyan работает над ремейком продолжения легендарной адвенчуры Myst под названием Riven. Обновленное издание с новым графоном, загадками и расширенным сюжетом выйдет где-то в 2024 на ПК и шлемах виртуальной реальности. В Steam, на PlayStation и Xbox Series появилась демоверсия экшена Sandland, созданного по мотивам манги Акира Ториямы. Релиз состоится 26 апреля. Наконец, Xbox-версия Final Fantasy XIV получит новый вид валюты для микротранзакций, эксклюзивный для Xbox. И на этом все. Напоминаю про видеообзор Alone in the Dark от Дмитрия Карнова и вообще почаще заглядывайте на сайт stopgame.ru. У нас вы всегда найдете что-нибудь интересненькое. Приятного аппетита и хорошего дня!